Сальве Квириты! Сегодня мы поговорим о древнеримской солдатской кухне. Мы обсудим, как все это вообще было устроено, приготовим 4 блюда именно древнеримской солдатской кухни, продегустируем их и выставим оценки. Как будто бы это какой-то кусок камня, если честно. Приятного просмотра! А что такое вообще древнеримская кухня? В первую очередь, это, конечно, кухня классовая. Рабочий класс, крестьяне, слуги питались злаками. Злаки в виде каши, в виде похлебки, в виде хлеба. Прибавьте к этому сыр домашнего производства, у кого оно, конечно, было, и вы поймете, как и чем питалась основная масса народа. Мы можем также выделить и основные ингредиенты, которые составляли, так сказать, базис экономики и кулинарии. Это оливковое масло, уксус и вино, конечно же, пшеница и это сыр. Так в чем же специфика древнеримской солдатской кухни? Ну, во-первых, все снаряжение, конечно, легионер носил с собой, а во-вторых, и паёк на 3 дня солдат тоже носил с собой. Армия была на самообеспечении, еду солдаты готовили себе сами. Это приводило к тому, что еда была простая, быстрая в приготовлении и калорийная. Теперь переходим к готовке. Сейчас мы с Вероникой начнем готовить солдатский хлеб, букелатум. Достаточно не скоропортящийся продукт, и он заменял хлеб вообще в римской армии. У нас будет полбяная пшеница, а мы ее будем молоть вручную в этих жерновах. И мелем ровно столько, сколько нам нужно на дневную порцию хлеба. Зерно молол специально назначенный человек во взводе, и помол зерна на контуберниум мог занимать до 3-4 часов. И тогда мы получаем вот такую очень тонкую, высокого качества пшеничную полбяную муку, из которой мы будем печь солдатский хлеб. Замесим тесто. Мука, соль, жир, вода. Я уверен, что опытные легионеры знали разные добавки, приправы, специи. Все, что можно было использовать для хлеба, они добавляли. Я вот думаю, что мы еще можем добавить для вкуса. Может быть, оливок? Да, я истолку оливки с чесноком. Обязательно надо растолочь и порезать как-то. Нет, все толкется, да, все измельчается. И это, кстати, вот эта вот технология измельчения, вот этот кулинарный прием, он потом в позднее средневековье перейдет. Сейчас делаем пасту, и эту пасту, да, замешиваешь, да, прямо в тесто. Так, выкладываем. С чесночком. Можно еще одну положить? Да, я думаю, что можно еще одну. Есть какая-то градация готовности? Вот они подрумянились, с одной стороны, переворачиваем на другую сторону. Все, это как вот такой арабский хлеб такой за 2 секунды. В этом его прелесть. И когда букелатум высыхает, он потом хранится месяц. Можно его размочить пивом, вином, чем угодно, маслом можно. И какое-то время можно не печь хлеб. Мы их выложим, и к ним мы подадим что-нибудь сверху, чтобы можно было намазать их. Второе блюдо у нас будет марету. Блюдо универсальное, не столько солдатское, сколько вообще рабоче-крестьянское. Вероника уже начала резать базилик. Мы используем чеснок, мы используем оливковое масло, домашний сыр, естественно, и такой небольшой у нас авторский штрих, это будет гарум. Это соус из ферментированной рыбы, обычно какая-нибудь мелкая рыба, вместе с внутренностями ферментируется, очень хорошо солится, и все, что из этого ферментата потом вытекает, вот этот ликвамен так называемый, это, собственно, гарум и есть. Так подойдет нарезать? Да, великолепно. Добавляем это туда, а я начинаю толочь сыр в однородную пасту. А есть какое-то понимание пропорций? Понимание пропорций есть, но оно вот здесь. Мы знаем, что вплоть до нового времени в Европе точных рецептур не писали. Даже фармацевты римские и то, в общем, на глаз обычно предписывали делать. Поэтому опытный, добросовестный пекарь или архимагер, да, шеф-повар или доктор, это был на вес золота. Так, я добавляю рыбный соус чуть-чуть, буквально с наперсток. Чеснок насыпаем? Чеснок насыпаем, да. Так, вроде ничего не забыли, да? Не должен. Консистенция достаточно у нас однородная, да. Сейчас я тоже сниму пробу. Ох, хорошо. Да, ядрено вообще, нормально. Очень ядреный, подходит вот как раз для, знаете, вот чтобы с кашей, с похлебкой, вот с этим хлебом, очень хорошо. Простое эффективное блюдо, дешевое, но сразу добавляет пикантность. Следующее блюдо это пульс, просто-напросто каша зерновая. Самое простое, самое распространенное блюдо того времени. И мы готовим не походный вариант, а лагерный, стационарный, потому что мы используем свиное сало. У нас есть полба, поэтому сейчас мы попросим Веронику все это замешать. И сейчас мясо я добавлю. Мясо мы используем экономно, потому что оно редко у нас бывает в быту. Если удастся купить, в кавычках, у местного населения, то уже хорошо. Естественно, были специально обученные люди, которые охотились. Если были леса или болота, то, пожалуйста, любая дикая птица или какие-то олени, все это можно использовать в кулинарии. Ну, у нас свинья сегодня.
Кидаем, закидываем. Наливай водички нашей кристально чистой и ставим на огонь. Пока наша каша варится, мы можем ответить на ваши вопросы. Почему в Древнем Риме ели лежа или полулежа? Я в этом усматриваю, конечно, такое классовое разделение. Значит, горожане в основном ели на ходу или стоя, потому что никаких сидений не предполагалось. В основном, может быть, где-то и были. Рабы, дети, слуги ели сидя или на корточках, или на лавочках, или на ступеньках, где угодно. И только знатные господа могли себе позволить никуда не торопиться, лечь спокойно на мраморную кушетку, беседовать, выпивать, закусывать. И так целый день. Какая была самая странная еда Древнего Рима? Я сразу вспоминаю архигурмана Апикиуса, который любил языки фламинго, маринованных павлинов, грызунов в меду и масса таких еще вещей, которые мог себе позволить, видимо, только он. Однако же вот они вошли как такие вот кулинарные изыски вообще позднеримского времени. Хотя я уверен, что это, конечно, были такие эксцессы, это такие крайности. Конечно. Да. Но, тем не менее, вот они были, и эти рецепты зафиксированы, и, по всей видимости, кто-то их даже готовил и ел. Так все-таки насколько сильно разбавляли вино? Совершенно точно чистое вино не пили, Да. все разбавляли водой. Самый такой чистоган, это вот 1 к 1 разбавляли. Это прямо, когда вот, Напиться ну, хотелось. действительно выпить, да. А так вообще четверть вина на 3/4 воды. Наша каша готова. Выглядит очень аппетитно. Да. И очень сытно. Да. Последнее на сегодня блюдо – это колбаса. Изначально изготовление колбасы – это вид консервации, в том числе мяса. В чистом виде мясо в колбасу нигде никогда не добавляется. Всегда, обычно в равных пропорциях, это мясо и жир, плюс какое-то зерно, какой-то наполнитель. Ну вот луканский вариант мы делаем с Вероникой. Это свинина, орех кедровый, он уже предварительно замоченный. Мы используем свиную оболочку. Мы добавляем чеснок по старой доброй традиции и уксус. В основном колбаса, конечно, предназначалась как долгосрочный продукт. Можешь И еще кусочек порезать? ее можно было подвялить, подкоптить. И потом можно было ее сварить, пожарить, все что угодно. Насаживаем на рожочек нашу оболочку и вот туда проталкиваем. Ну, не зря все-таки Италия, Испания, это родина гастрономических изысков. Это всякого правда. рода колбасы, это ферментированные колбасы типа чоризо, это сыровяленые. Ну, все-таки я считаю, не зря просуществовала Римская империя. Она дала нам многое. Раньше вот у нас не было ничего. А теперь у нас Теперь у нас есть дергающийся все. глаз. Да. Теперь у нас есть все. Качай дергающийся глаз. Да. Я думаю, что достаточно для Да, одной нет. колбасы, то более чем. Мы ее пожарим, да? Да, мы ее пожарим. Вот, за этот хвостик потом повесим. Если, допустим, мы хотим ее посушить. Да, вот она у нас. Прибавь, пожалуйста, огня, и мы сейчас ее положим. На моей многофункциональной сковородке мы сейчас будем обжаривать нашу колбасу. На ходу схватилась. Да. Да, быстро она. Но это обманчивый эффект, потому что она очень быстро Внутри она карамелизуется, может да, а быть. внутри она может быть полностью сырая. Поэтому я всех призываю к терпению. На очень медленном огне почаще переворачивать. Вот, лучше перебдеть, чем недобдеть. Оставляем еще минут на 10 на слабом огне. Колбаса готова к дегустации. Да. Вот такой солдатский стол у нас сегодня получился. Сейчас мы пригласим наших коллег и друзей, чтобы они это все продегустировали и выставили свои оценки. Господа, Я готов есть. прошу. Маретун и букелатум. Так, ну что это? Я даже не знаю, что это мне напоминает внешне, как будто бы это какой-то кусок камня, если честно. Вкус довольно бледный. Мне очень соленый. А ты что ел? А, ты с творогом, Да, я пробовал? все вместе, но у меня сама галета прям солоноватая получилась. Мгм. Это чесночный. Да, наверное, ну, вот как раз это прям... Ну да, Это сюрприз. вполне, в принципе, современная, так сказать, намазка. То есть здесь что? Типа как сыр, фета, чесночок, зелень. Это вполне удобоваримо, не удивляет особо, но она довольно пересоленная. Я думаю, потому чтобы компенсировать как раз пресность этой лепешки. Да. Не забывайте разбавленным вином это все. О! Я думаю, чуть не полноценная какая-то картина.
Это вот оно, да? Да. Разбавленное белое вино. Это прикольно. Сочетание кислого, соленого и текстура вот этой лепешки. Вкуса она особого не дает, она именно текстура какая-то, типа консистенция, основа какой-то. В целом, да, это интересно, но на каждый день бы я, конечно, так есть не стал. Я поставлю, наверное, 5. Да, я соглашусь, я тоже 5 поставлю, мне вот слишком соленый. Солдатская каша. О, каша, круто. Ты в армии служил? Нет, но кашу люблю. Так, ну я прям с мясом взял, вот так вот. В армии вот вкуснее кормили, по-моему, чем вот это. Вообще мне не нравится. Сочетание свинины жирной с этой крупой. Не мой вариант. Вот если оценку ставить, то, наверное, даже 3. И то за то, что она... Ладно, давайте так, 4 за то, что питательно. Ты что думаешь? Я поставлю 5, мне, в принципе, каша нравится, и мне очень вкусно. Мгм. С лепешкой был вообще огонь. Колбаса. Мгм. Это типа блюдо дня. Пахнет, как дорогая колбаса, между прочим. Она потому что нужно растянуть удовольствие. Да, но она такая. Какой-то необычный вкус, честно говоря, вообще. Необычный. Мне Они вот, раскрылись потом как-то, да. Я вот не могу ни с чем сравнить, Мгм. нет такого у меня опыта. Очень вкусно. Тут и консистенция такая, она крупно нарезанная, и в то же время она очень мягкая. На что Да, она похоже, прям даже не во рту знаю. тает, Да. и не можешь даже распробовать вот этот вот вкус. Очень интересно. Те 2 блюда мне объективно показались странными, особенно каша. Это блюдо объективно, оно вкусное, просто не для меня. Поэтому 6. Я, наверное, 8 поставлю, потому что я такого никогда не ел, и Мгм. мне вот сейчас еще хочется, и в следующий раз бы я бы такое обязательно либо заказал где-то в ресторане, либо попросил приготовить. Ресторан у Юры. Да-да-да. Я в если Таиланде будет. видел там. А как бы вы охарактеризовали древнеримскую солдатскую кухню вообще? А опять же, слово, которое я много раз сегодня произносил, питательное в первую очередь. Я думаю, что она именно нацелена на то была, чтобы там калорий побольше дать ребятам, потому что они там их тратили много. Жирненькая, возможно, просто нам так повезло, у них, возможно, она не такая жирная была. И не богата на специи, как мне показалось. Да, я соглашусь. Питательно, вкусно, и, я так понимаю, это все-таки было просто приготовление в походных условиях, но это достаточно такой комплексный обед, только суп не хватает. Что, как мне, к современному И человеку. компот. И компота еще. А, ну, Но у вино. нас, Компот да, у нас есть. есть. Кстати, да, вот эти все жирные блюда, они забивались кислым вином, но кисленькое какое-то, правильно такое? Ну, И- плоско, вся вода, по сути, была. Да, Вот. как это с уксусом. И вот этот жир, он с уксусом, он как-то нормально, мне кажется, компенсировали друг друга они. И, кстати, компенсировало, может, отсутствие каких-то специй, опять же. То есть там сладкое, и соленое, и кислое. Это тоже кетчуп, он сладкий, соленый, кислый, пожалуйста. Спасибо. Ура! Спасибо.